Я приветствую вас, дорогие друзья, уважаемые гости и подписчики моего канала. Это прямой эфир. Игорь Мосейчук на связи прямо сейчас. Игорь Владимирович, приветствую вас. Приветствую вас, Александр, приветствую наших уважаемых зрителей. Как говорится, как я люблю говорить, берем кофе и погнали. Ну, знаете, погнали сейчас все на Ермака. Значит, Наших городских. сказки про, скажем так, и мультфильмы про сказки, мультфильмы про Карлсона сейчас прям наяву. Домомучитель Ермак первый отвечает за династию. Подозрения также вручены Миндичу и Чернышову. То есть мы увидим троих из четырех. И четвертый понятно кто. И все прекрасно понимают. НАБУ, правда, сегодня на брифинге говорит, не-не-не, мы никаким образом Зеленского не касаемся. Ну и так, в принципе, это и должно быть по закону. Они даже не имеют права ничего там, собственно, ничего организовывать и вообще куда-то его вносить, потому что у него строгий иммунитет. Это надо разъяснять. Но все прекрасно поняли, кто такой Р1 и, соответственно, на пленках, да, и, соответственно, кому строился еще один домик, причем строился на украденной земле, строился за отмытые деньги вот в этой всей группировке. Это сегодня будем обсуждать. Друзья, прямой эфир, это означает, что можно задать вопрос через QR-код, это чтобы прям на экран, если сервис работает, и канал поддержать, и вопрос увидят в режиме онлайн. Если нет, то заблаговременно в клубе зрителей «Шелест», конечно же, открыто в сообществе YouTube и в чате трансляции, но в чате трансляции, пожалуйста, в самом финале, потому что не успеваем следить, вопросы улетучиваются, поэтому дождитесь финала и досмотрите до конца. А пока лучше в чате проголосуйте и давайте обсудим вот такой вопрос. Как вы думаете, в итоге Ермак, ну и закончим предложение, сядет вместо Зеленского, сдаст Зеленского с потрохами, спрячется за Зеленского или отпетляет вместе с Зеленским? Вот такие четыре варианта. Судят Ермака. Говорят, сегодня не будет, в общем, мера пресечения выбрана, потому что там куча, там 4000 страниц этого уголовного дела. Ермак, прогуливаясь, его с собой принес. И это все очень долго. Мы уже знаем примерно позицию обвинения. Что-то вот послушают сегодня. Ну и 72 часа есть для того, чтобы понять. 180 миллионов пускай платит залога и идет за решетку, или идет за решетку, или что-то иное нам выкинет суд. Как эти события рассматриваете вы? Вы, я помню, мы с вами долго общались, вы говорили, вот, я там что-то знаю, не могу рассказывать. Ну, сейчас-то можно, Игорь Владимирович? Можно? Можно. Ну, я считаю, что если говорить на сегодня, Ермак будет прятаться и уже прячется за Зеленским. В будущем их ждет одна судьба. Что я не мог говорить, и что является уже на сегодня фактом, это то, что кроме записей, которые вчера все услышали о Ермаке, есть записи Елены Зеленской, и в отношении нее НАБУ имеет расследование. То есть, понимаем, да, есть расследование в отношении Чернышова, кума президента, ну не президента, исполняет, даже не так, человека, который находится на должности президента, будем так вот правильно юридически говорить, друга Зеленского Миндича, который Феррипон, Андрея, который уже понятно, что Ермак, и понятно какого Вовы, но против Вовы не может НАБУ проводить расследование, а против Лены может. А почему так? Первая леди не дает иммунитета? Нет. И есть записи разговоров Лены, есть записи, где она говорит о многих вещах и так далее, и так далее. Я понимаю, что я, может, наговариваю себе на статью о госизмене, потому что в прошлый раз я, когда о отдыхе Лени в Сант-Морице рассказал, то на санкции наговорил. Но это самое, факт остается фактом. Есть записи. Я знаю, я слышал, я могу это утверждать. Более того, я скажу,
Вот «Железняк» позавчера. Третья серия пленок Миндича. Завод «Изумруд». Александр, вы же помните, мы об этом говорили. Валерию Дедищеву год назад называли. Но нас обвинили, что мы агенты Кремля, повводили санкции, ну и так далее, и так далее. Поэтому пускай ребята играются, мы свое знаем, и, как говорится, нам свое делать. Что касается дела Ермака. Я скажу так, я вижу целую цепь событий и считаю дело Ермака одним из звеньев этой цепи, которая направлена на принуждение Владимира Зеленского к миру. Так, это уже очень интересно. Смотрите, Трамп смог сыграть и принудить к трехдневному перемирию и Украину, и Россию, и Россию, и Украину. Да, оно не соблюдалось на линии соприкосновения так, как хотелось бы, но не было далекобойных ударов, не было серьезных обстрелов и так далее. К сожалению, по состоянию на сегодня не состоялась, как для меня главная часть этого перемирия, обмен 1000 на 1000. Любой обмен для меня это счастье, потому что к семьям возвращаются их родные и Так а близкие. почему не состоялось? Оно не состоялось, знаете, очень деликатный вопрос, еще, дай бог, возможно, что-то продвинется, я скажу так, чтобы не навредить, скажу общими вещами, потому что Украина решила выйти за пределы того, о чем предварительно договаривались. То есть списки были не совсем корректные, как говорили через Трампа, через посредников о обмене. Это я так скажу мягко. А Россия тоже подала что-то, то есть сыграли на не этом самом. Я не хочу говорить, кто виноват, кто прав, по одной простой причине. Дай бог, чтобы состоялось. Обмен – это такая вещь, она любит тишины. Единственное, за пределами, этого обмена, я скажу так. Мы еще поговорим на эту тему, когда будем понимать, состоялся, не состоялся, и будет, так сказать, открыт гештальт, да, этот. По поводу, как у нас приторговывали обменом. Это отдельная тема. Когда продавали обмен, когда брали бабки, когда аферисты, которые получали информацию с центра, и так далее. Мы об этом еще поговорим не раз. Более того, я думаю, что еще обмен может тормозиться по причине того, что замена уполномоченного по правам человека происходит в Российской Федерации. И, возможно, какие-то сбои, какие-то, несогласования. Я не хочу, еще раз, ребята, не хочу. Это процесс, который любит тишины. Я за то, чтобы вернулись те, кто в плену, к своим семьям. И поэтому не хочу, имею какую-то информацию, не хочу навредить. Наговорю. Вернемся к Ермаку и к принуждению к миру. Вот по Ермаку. По Ермаку очень интересная история. Фактически его вина доказана. И фактически почему я считаю цепью, это. Смотрите, трехдневное перемирие. Дальше. Фактически разгромное поражение традиционных политических сил, лейбористов и консерваторов в Британии на местных выборах. Мало того, в Шотландии вообще проблема большущая. Шотландия на грани откова, выхода с британского содружества, потому что победили на выборах местных националисты в местный парламент.
7 голосов им не хватает, ну, до большинства, чтобы делать все, что сам хочу. Но они, как правило, корпорируются с зелеными, ну, не нашими, а зелеными. И они могут начать процесс отъединения от Содружества британского. То есть в Британии проблем сколько, что Украина становится, ну, вообще микроскопической по сравнению с внутренними проблемами. А как известно, Британия самый главный была двигатель внутриполитических процессов в Украине и выстраивала Украину на войну и на другие процессы внешнеполитические. Дальше. Выходит широкое такое интервью Юлии Мендель, бывшей пресс-секретаря Зеленского, Такер Карлсона. Два момента, которые главные, я хочу, чтобы услышали зрители, если они еще это не знают. Значит, первое. Интервью было записано где-то несколько месяцев назад. Это не свежее интервью. То есть оно появилось тогда, когда должно было появиться, Александр. И второе, кто-то может сказать, да, так и Карсон, у них с Трампом конфликт. Да, конфликт с Трампом, но не с республиканцами. И вообще я считаю, что он очень и очень близок к Джиди Венсу, вице-президенту США. Ну и, конечно, подозрение от вчера Ермаку. То есть, как говорится, кольцо сужается. Плюс поездка Трампа к Си, где явно вопрос Украины не будет первым точно, но прозвучит тоже точно. И все склоняется к тому, что Зеленского принуждают к миру. Я не верю, что его принудят, я сразу скажу. Я не верю, что пока он на должности, мир возможен, потому что для него пребывание на должности это фактически спасение его репутации, его свободы, его жизни, его украденных денег ими, его подельниками, семьей. То есть это просто война и пребывание на должности, для него это единое целое. Я точно понимаю, что самостоятельно он не пойдет, на мир не согласится. То есть, если его не будут сносить, если против него не выступит массово народ, западные партнеры не скажут иди вон, потому что, то есть, если не будет каких-то обстоятельств, которые его уберут от власти, мира в Украине, к сожалению, не будет. Ну, здесь очень интересно. Давайте поразмышляем на эту тему, потому что, когда вы говорите, его не будет сносить народ, его там что-то там западные партнеры. Давайте так. Значит, разберем более детально Мендель. Значит, Мендель у Такера. Причем там говорят, вот, Такер, там фейки про Украину, он не любит Украину, ну и так далее. Вы знаете этот нарратив, его периодически разгоняют, выходит ТСН, представитель там офиса президента, тоже близкий как бы к ложу Прокрустову, в общем, к ложе Зеленского, близкий Литвин, и говорит, что Мендель, оно давно... Кровати. Да, кровати. Она давно не при делах, она никто, она вообще вот это все, как бы это все выдумки. Она уже на миротворце, ей уже угрожают в соцсетях совершенно разными вещами, от такой традиционной расправы над инакомыслием, санкций, госизмена, ну и так далее, до физической ликвидации. Она сама в этом интервью говорила, что я понимаю, что я сейчас в Украину вообще не могу вернуться, я это четко осознаю, но я не хочу очернять, я рассказываю то, что было. Значит, очень важный момент. Он касается двух вещей. Да? Первый – это 1000 голов Геббельса, а второй, хочу, чтобы вы тоже прокомментировали, это пристрастие
Владимира Александровича к кокосовой стружке? Давайте сначала в общем об интервью Юлии Мендель. Юлия Мендель была довольно близка к Зеленскому в определенный период. Насколько Именно близка? довольно близка, очень близка. Ну, было? Она не была, я думаю, в ложе, там, как правило, другой ипостаси люди и пребывают, но в кабинете она находилась довольно часто, и я это знаю точно и подтверждаю. Интервью непростое, интервью, вот так, думаю, что к нему может иметь отношение Андрей Бортон, тоже в то время бывший рядом возле уха, мы помним, да, и главой офиса. Интервью абсолютно правдивое, абсолютно правдивое. Прошу внимания зрителя. Считаю интервью Юлии Мендель правдивой на 100%. Но полнота интервью, Александр, процентов на 60. Что вы подразумеваете под полнотой? Процентов 40 Такер? не договорила, не договорила. Я думал, Такер порезал. Не, она не договорила. Она либо оставила на какие-то будущее, либо как страховку, опять же, да, ну это самое, но не договорено на процентов 40. То есть все правда, что она сказала, но правды гораздо больше. И она знает гораздо больше, понимаем, да, чем она сказала. Я ее за это не осуждаю. Во-первых, ну, как бы женщина и страшно. Во-вторых, понятно, надо подстраховаться в любом случае. Во-вторых, медийщица понимает, что вывалить все, опять же, ну, понимаем, да, то есть разные могут быть мотивы, но этот самый, вот то, что есть, то есть. Теперь по двух моментах, о которых вы сказали. Даже нет, давайте закончим по ней. Угрозы, миротворец и так далее. Так, Александр, она перебила по поводу угроз. В мою сторону после 9 мая такой поток лился. Убить, зарезать, в Вену приехать, взорвать снова, в кислоте растворить и так далее. Притом, прошу обратить внимание, в моем случае офис уже заработал красиво. Видно, трусы на голове Зеленского их научили, поэтому теперь офисные собаки молчали, а спустили шавок Петра Алексеевича. Ну, ни для кого не тайна, что Петр Алексеевич скрытый партнер Владимира Александровича Зеленского. А его шавки подслуживают, они ТЦК защищают и все, там Данилюк Ермоленко, там Игорь Мирошниченко, там Кипиани, ну вот эта вся вот публика, и там куча с угрозами и так далее. Понятно, не обращаю, и Мендель то же самое на нее. И самое главное, если что-то не нравится, значит агент Кремля. Вот то, что Юлия Мендель работает на Россию агент Кремля, я прочитал сегодня, 100 раз. Понятно, что она такой же агент Кремля, как мы с вами балерины в балете в каком-то, приблизительно. Но другой защиты, других вариантов, как говорится, у офиса президента для нас нету. Теперь два этих момента. Момент первый. 1000 голов. Это как раз от этого нарратива. Агенты Кремля, все. Я думаю, что мы когда-то узнаем, кто и сколько получал от офиса за то, чтобы быть одной из 1000 голов, о которой говорит Мендель. Притом часть из них она знает сама, по работе знает.
Почему я говорю, что говорю не договорено? Она часть из них знает. Им же платили еще тогда при ней. 1000 голов Геббельса было сформировано. Единственное, опять же, Юлия не договорила, не сказала, а Геббельс кто? Угу. Это, кстати, тоже очень интересный вопрос. Ну вот правда интересный. Кто? Подоляк, Литвин, сам Ермак. То есть тут, С Адольфом понятно, Геббельс кто? тут очень интересно на самом деле. И плюс еще по поводу того, что а кто? Да, кто? Сейчас, конечно, это все на уровне догадок. И я вижу, как, понятное дело, некоторые отрабатывают, ну, лизатели банковой, там всякие Золкины и так далее, ну, те Петровы, там они, ну, мы видели целый день сегодня этот Мендель полоскают, и так, и сяк, и в хвост, и в гриву. Но тут интересно, а кто же, ну как, не проявленный, да, вот этот вот выгодополучатель, кто абсолютно, собственно, призван работать на другом поле, там, условно, Порошенковском или условно, там, каком-нибудь Юго-Востоке, ну, я кавычу эти все вещи, и мы действительно прозреем от этих людей, кто на зарплате у офиса. Ну, я еще раз повторюсь. Вот смотрите, вот очень такой точковый момент. Офисы, учевшие свои ошибки по борьбе там со мной, они ее ведут, как вы знаете, регулярно, они спустили собачек с лагеря Порошенко. Понятно, что не всем они платили. Платили одним, двум, трем, да? Те запустили волну, а вся вот эта свора подхватила. Показал, что нету никакой разницы между зеленым дерьмом и дерьмом шоколадным. Ну, то есть дерьмо, оно и в Африке дерьмо, и на банковой дерьмо, и в оппозиции дерьмо, где угодно дерьмо, да и оппозиция это назвать нельзя. Также и в этом случае от 1000 голов мы прозреем. Мы прозреем, когда узнаем, что люди, которые позиционировали себя там борцами за права русскоязычного населения, окажутся на содержании в банковой. Или самые крутые националисты окажутся на содержании в банковой. Вот, там вот, опять же, по мне прибегает Мирошниченко, говорю, тебе платят Новинский деньги. Я говорю, Игорь, ну кому, а вам лучше ж молчать, потому что свободе то кто деньги передавал. И в ответ тишина. Понимаете? То есть они все где-то, кто-то у зеленых там находятся, и их дергают 1000 голов. Вот Мендель очень правильно сказал, 1000 голов. Так действует пропаганда банковой. Она действует в отношении Шелеста, Мосейчука, Бондаренко, Новинского и других любых, кто скажет какое-то слово и есть с Украины. Если это человек, который извне Украины, то его можно не замечать. Ну, вот он даже критически о Зеленском говорит, он спикер, он это, а мы не будем замечать. Но если с Украины, то 1000 голов, и эти, кстати, прошу обратить внимание всех зрителей, эти 1000 голов не просто выполняли роль пропагандонов Геббельса, они готовили почву к введению незаконных санкций, возбуждению уголовных дел против критиков власти, нападению там, на храмы, на священников, на инакомыслящих. Они создавали фонд, которого не было. Ну, тоже 9 мая, вот сейчас показало. Фонд был создан один, а тут Бог и люди тихонько пошли, понесли цветы. Вы же видели, да, Александр? И это что даже в Украине массовое явление было. Не говоря там, за границей. И все. А пропаганда, вот эти 1000 голов выдавали, другую пропаганду. Все.
Поэтому тысячу голов Геббельса это полностью, я думаю, что я, кстати, не исключаю, что, возможно, проводники были разные. Там, Ермак, Подоляк, Литвин, Арестович, ну, в разные времена. А потом оказалось, что Гитлер и Геббельс был в одном лице. Это ребята были проводники, Лещенки, ну, понимаете, им давали, там, говорили, давали посылы и так далее. Потом оказались, и Мендель та же самая как-то. Она же была пресс-секретарем. А потом они оказались, это самое, не теми. Я вот жду, когда на Мендель санкции введут. Я Нет, думаю, обязательно ведут. день-два. Потому что, и причем не за то, что мы обсуждаем сейчас с вами, а за другие вещи, сейчас об этом поговорим, прокомментируйте зависимость Зеленского. Ведь опять-таки, смотрите, Да, смотрите. я написал у себя в телеграм-канале, мне там напишут, вот, Шелест, она в видео такого не говорит. Ёлки, а как вам еще сказать? Я вот задаю вопрос простой, а как еще сказать так, чтобы условно не там, давать показания в суде под присягой, ну, чтобы это вот, да, вот оттянуть этот момент или, в общем-то, да, как ей, она, смотрите, она точно все это видела, но сказала, что я не видела, но все об этом знают. Вообще нового ничего не сказала Мендель по этому поводу. Но 15 минут в ванной комнате, которые делают из Зеленского другого человека, куда доходчивее. Александр, это как раз входит те 40%, что я говорил, что Мендель не договорила. То есть она сказала правду, но не договорила. Понятно, я с вами согласен, она видела, она знала, ну я знаю от людей, что она видела и знала, и люди, которые там были, видели и знали. Понятно, что употреблял, понятно, что 15 минут другой человек. Не раскрыто еще, за шторкой осталось несколько вещей. Роль, обратите внимание, в интервью ни слова об этом нет. Роль Марии Левченко. И вообще этот человек выпадает со всех. Даже Лену Зеленскую постоянно вспоминают, обсуждают, говорят, а Марии Левченко как бы и нету. А на самом деле это самый ближайший помощник Зеленского, через которую переступить и зайти в кабинет к Зеленскому невозможно. Ни один человек, который я знаю, который бывал в этом кабинете, не проходил мимо Марии Левченко. Такого не было. Мария Левченко – это супруга, вы помните, наверное, гражданина Гогиашвили. Тот, который кричал, что его морда должна быть известна каждому полицейскому, бо он был когда-то замминистра внутренних дел. До этого был судим с Россией и, как утверждают, связан со сводным братом Марии, Маши, Егором Буркиным Левченко по кличке Мексиканец, руководителем картеля Химпро. Вот эта тема не раскрыта от слова вообще. Но я не обвиняю в том, что она не раскрыта Юлию Мендель, потому что многие люди залиты кислотой, побиты, изувечены, те, кто говорил на эту тему. Буркин находится в Мексике, Юля Мендель в Америке, это не совсем далеко, перетекание всей истории, ну, я ее понимаю. Но я же не зря вспомнил, тут же надо говорить и о зависимости Зеленского, которая была очевидная, о которой знали многие, а Мендель просто ее подтвердила. Ну, она просто подтвердила ее.
Но тут надо говорить о том, что наркотик стал инструментом В чьих руках? в руках Зеленского. Нет, Э, в чьих руках? э, Если вы имеете в виду, имели через наркотик влияние на Зеленского? Да, Имели. Имели. открыто, ну, давайте тогда, понимаете, в чем дело? Эта тема обычно там табуировалась. Я сейчас приведу пример, мы там, может, коснемся сегодня там Америки и так далее. Вот сегодня Тулси Габбард, Нью-Йорк Пост написала, говорит, я расследую, чтобы положить конец и выучить, ну, понять, где какие патогены в биолабораториях в Украине. То есть все. Вы помните, еще там до Большой войны, когда это... Агентом Кремля Мосейчука назвали первый раз за то, что я сказал о биолабораториях. И до сих Все. пор, если загуглить. Агенты Кремля. Нельзя. Это в приличном обществе вообще не открывают рот. И слово биолаборатории вообще никто не вспоминает. Точно так же и про зависимость Зеленского. То есть, если человек что-то там начинает говорить на эту тему, понятно, все, запроданцы. Но давайте эту тему обсудим, потому что на кону важнейшие вещи, решения, перемирие, вот этот указ странный до боли, понимаете, который он там выдал, разрешил парад в Москве. И ладно бы там он написал просто там по этому квадрату распоряжаюсь не бить, я разрешил, ну короче, понятно. Слушайте, квартал 95, стендап капитана КВНовской команды, все понятно. Так а под чем эти шутки пишутся? Под наркотиком, под И, коксом. и кто, собственно, так сказать... Кто поставляет, кто делает удобно. Это как... Тут надо врача-нарколога. Я попробую это обрисовать, потому что у меня мама нарколог. Ну так давайте Была. Поэтому я у как сына бы... врача-нарколога давайте Да, поинтересуемся. я как бы к этому имел отношение, как сын врача. Я видел это в наркодиспансере, разговаривал с матерью, спрашивал, кстати, то, что она мне показала, как раз и помогло, что я ни разу в жизни даже не приближался, ну, к наркотическим средствам. Значит, скажу так, кто поставляет наркозависимым, кто создает комфортные условия к употреблению, тот и заказывает музыку. Эти люди могут меняться, эти люди могут быть, эти люди могут находиться рядом, они могут быть в тени, но влиять на все на свете. Мы можем только гадать, кто конкретно прямо на это влияет. Но там мы не берем этих попкаграев, любимых. Я думаю, что этот человек находится в тени. Я думаю, что об этом, возможно, когда-то в воспоминаниях напишет Мария Левченко. Если она сама не была этим человеком. Видите, вы, Александр, вы прямо как бы, а может, если и была, напишет, мы не знаем, что в будущем, будет. Это самое. Я думаю, что с большой вероятностью она и была. Я хочу сказать три сейчас, вещь, которую надо осознать каждому. Потому что это три направления страшного бизнеса на войне, которые как раз войну двигают. Наркотик, азартная игра, то есть онлайн-казино, и торговля органами. Это факт. Сейчас могут прийти сказать агент Кремля, это как с биолабораториями, понимаете? Потом окажется, что Мосейчук все же был прав, как оказалось сейчас. Потому что какие, нам еще до войны, за год, за два говорят агент.
О биолабораториях рассказывают. Ну, вот тут тоже. Значит, поставки наркотиков на фронт с ЛСу были, ну, в таком огромном количестве, мне прямо с фронта люди рассказывали, и вымывались миллионы, миллиарды денег. Игра была, кстати, нынешний министр обороны Федоров это контролировал, и контролировал через, будете все, возможно, кто-то смеяться, кто-то плакать, как правило, через российские казино. Там даже в деле Пенап, которое сейчас спускают в унитаз, ну, было дело Пенап, там неуплата налогов, многие-многие вещи, там была госизмена. Я думаю, ну, какого, ну, казино, какое госизмена? А оказывается, там же вопрос в чем? Когда заходят массово с телефонов военные в казино, в игру, то показывают, где они находятся. И туда прилетали ракетки. Бомбочки, ракетки, гибли. Это было в деле казино Пинап, которое сейчас сливается усиленно. Все на свободе, никто не виновен, госизмена где-то испарилась, ну и так далее, и так далее. Ну, а органы? Я рассказывал у вас, Александр, в эфире об этом уголовном деле, называл фамилии, там все. А где? Где результат? А нету. Сейчас вот там с большим удивлением бегают отпавшими челюстями всякие Лачены, Стерненки и другие поцы по поводу Евгения Борисова, ну, одесского военкома, которого 4-й год тягают туда-сюда после того, как мы его за угол поймали с вилой в Марбеле. И он ходит по ресторанам, оказывается, кто-то там с непонятных фирм заставу заплатил и все. Ребята, успокойтесь, не нервничайте. Евгений Борисов порешал свои вопросы с офисом. С офисом президента, да. Все, поэтому он может ходить по ресторанам, скоро за границу выйдет, в Марбелья поедет. Вилла ж не конфискована. Нам всем рассказали, что ее арестовали, оказывается, суд испанский так и не состоялся. Ни один ТЦКшник, ни один, не говоря о таких жирных карасях, как Борисов, ни один ТЦКшник не понес наказание. Даже за убийство. Суды идут, на свободе ходят, под заставой, где угодно. Нельзя наказывать тех, ну, Банкова так считает, кто служит им цепными собаками. Хорошо. Кроме этого, ну вот, чтобы закончить тему обсуждения с интервью Мендель, ну вот, да, вот, чтобы точку поставить. Как вам кажется, будут разворачиваться дальнейшие шаги? Ведь Мендель, это ее вот эти откровения, они все-таки призваны ведь обрести какой-то вот такой медиаэффект, такого старта, чтобы заговорили все другие, которые молчали, лично. Богдан, который под санкциями, ну, Арестович, например, понимаете? Мендель говорит вместо Богдана. Арестович уже сказал все, что может сказать, больше будет говорить, могут язык прикусить. Угу. Вот, поэтому тут я бы, смотрите, Александр, я сейчас, что я ожидаю? Я ожидаю, что сейчас ведут санкции на Юлию. Возможно, возбудят уголовное дело по госизмене. А с кем она изменила? С Такером. С Такером? Да. Изменила Украине с Такером. Подождите, я дико извиняюсь. А с кем Дубинский в СИЗО изменил за 3,5 года? Ну, может, как-то там Родина блудил. Может, так получилось. Я читаю это подозрение, ну, которое надо будет, ну, издать отдельно, понимаете, в разделе гумористическом.
после падения режима. Я вот читаю и ищу. Ну, думаю, ну, вот 111, она же предвидит, что контакты с иностранной разведкой. Ну, думаю, ну как контакты в СИЗО с иностранной разведкой могут быть? Но когда я прочитал, что это были контакты с сидящим в СИЗО Артемом Дмитруком, я понял, что у кого-то с головой явно какие-то реально проблемы. Поэтому я не удивлюсь, ну, смотрите, когда агония режима, плюс когда кокс возведен в продукт национального значения, я кокаин имею в виду, а не уголь коксирующий, если что, то можно написать что угодно, и ей напишут. Дальше ее будут запугивать, травить, обзывать, 100 говорящих голов Геббельса, ну и так дальше включат. Вы же видели синхронно как? И Порохо, и Зеленоботы. Синхронно. Значит, будет ли эффект карточного домика от интервью? Я думаю, что мы еще услышим вторую часть интервью Мэнда. Не знаю, Карлсону или кому-то другому. Более раскрытую, более вот эти 40% открыты. И я думаю, что заговорят еще люди. Заговорят еще люди. Я знаю, лично общался с человеком, который возил кокаин в офис. О чем вы с ним общались? О том, чтобы взять интервью. О том, Александр, чтобы взять Не, интервью. ну мало ли о чем, знаете. Не, о том, Человек чтобы взять... надежный, сразу понятно по рекомендации. Ну да. А.В. Борисов. Рекомендации А.В. Борисовны бесценны. Мы еще узнаем историю о мальчиках-волонтерах, попкагаях и еще о некоторых. Мы еще много скелетов узнаем с бункера и со шкафа. Вот, видите, мы сегодня узнали, что на самом деле является большой стройкой. Что такое велике будівництво, мы узнали только сегодня в суде. Понимаете, уже многие забыли, что такое велике будівництво, а тут напомнили. Я думаю, что нас ожидает в дальнейшем, вот режим же все равно будет падать. Просто его падение от людей зависит, от объединения людей. Я вчера кусочек вашего эфира видел с Алексеем Арестовичем, где вы задали вопрос по поводу Марша мира. Он сказал, я не верю, у меня другие методы. Так я предлагаю Алексею, давайте вот в Александра тут на площадке встретимся, обменяемся мнениями, подискутируем, чьи мнения и методы эффективней. Потому что я считаю, что работа с живыми людьми – это самый эффективный метод. И я считаю, что яйцо вот это Зеленского, в котором иголочка, ну и так далее, да, как у Кощея Бессмертного, это люди. Это не Юлия Мендель, ни Игорь Мосичук, ни Алексей Арестович, ни Александр Шелест, ни кто-либо, ну, другой, это люди. Когда большинство украинцев скажет, Вова, достало, тогда и придет конец режиму диктатора и узурпатора. А пока люди в Европе, в Украине, везде будут молчать и бороться какими-то иными, как Алексей говорит, методами, там на кухне, на ухо шептать друг другу, пока режим будет только укрепляться, цементироваться и так далее. Ну, смотрите, дело как бы хорошее, но, в общем, посмотрим, как будет там. Я бы насчет дебатов. И вообще сейчас тут два варианта есть. Логически я просто рассуждаю. Вариант первый – это вот пойдет как лавина,
как вот, знаете, кусочек льда Мендель упала, и тут понесется. Все начнут Не понесет. вспоминать кто где что. Ну, подождите. Все нам рассказывали, что и Ермака не посадят. Он себе уже нормальный медиаплан, медиадорожку вытоптал, и медиа, и карьерную дорожку вытоптал. У него уже все хорошо было, и как бы на мази с этой ассоциацией адвокатов, и засунуть, так сказать, жало в А ну, мы к еще судьям. не знаем, не является ли то, что мы наблюдаем вчера и сегодня, частью плана, к которому он был готов. Я считаю, что он не был готов. Ну, Я прям уверен на 90%, я Александр, уверен, что он не был готов к этому давайте плану. подождем. Он был раздражен, он был раскрасневшись, он видно было, что он был растерян. Он ходил с этим телефоном, я еще пошутил в телеграм-канале у себя, что, помните, Коломойский говорил, жизнь супермаркет, бери что хочешь, а приходишь к кассе. И вот ходит Ермак, кому-то звонит, и, видимо, кто-то или длинные гудки идут долго, или что-то еще, а у него там во Дворце спорта там написано «касса», и он возле этой кассы ходит. А сегодня пришел на суд с побитыми руками. Ну, то что это они побитые? Ну, срывала крышу, херачил в стенку, наверное, с кулачины. Ну, а как? Психи свои как бы компенсировал. Поэтому, мне кажется, он точно не был готов. Смотрите, И это не шоу, то, что исполнял Ермак. Не-не, смотрите, вы меня не совсем поняли. Я имел в виду не то, что он был готов к тому, что произойдет, вот, грубо говоря, произошло вчера, да? Он был готов к атаке на определенным образом. Он был готов, что к нему могут прийти. Но он не понимал, за что. И вот именно то, что это была династия, тут я с вами согласен, это для него была абсолютно неожиданность. Более того, я знаю, я убежден, что эта неожиданность, приход с династией был даже для Миндича с Чернышовым. Они выстраивали свои планы, свои защиты, свои медиапланы, понимаем, да? То есть вот именно удар династии, это было, да, это было не то, к чему они были готовы. Они ожидали каких-то ударов, возможно, по фрейпоинту, по закупкам, по другим вещам. Но именно вот они думали, почему они так думали? Потому что четвертый Вова. А Вова неприкасаем. Они не учли только одного, что НАБУ – это филиал ФБР. И что работает по ним не Кривонос, а работает по ним Федеральное бюро расследований США. А точнее, администрация Дональда Трампа. И работает не по ним, а как раз по первым. И поэтому как раз именно династия, ну, была интересна, потому что именно династия сжимает это кольцо вокруг R1. Значит, династия это, конечно, очень замечательно. Там украдено все. Династия мародеров. Там украдено все. Там и земля украдена, там и деньги украдены. За это через обнал со строителями так рассчитывались как-то по-дурацки. Но, ну, в общем, там очень много Я таких вам подробностей. скажу так, я перефразирую. Там даже, смотрите, очень важно, тоже сегодня сообщили, ну, по итогам это слушают же, это суд и так далее. Там есть прям локация, откуда воровали с кладбища песок для того, чтобы равнять там, ну, в общем, эту династию, да? То есть эта династия стоит на могильном песке, товарищи. Вот интересно, а Ермак со своей Марией Тыхой и с куклами Вуду и с браслетиками, он как-то к этому имеет отношение? Ну, я не исключаю, что имеет. Дело в том, что Бог поругаем не бывает, и за то, что учинил Ермак, Ведьмак, Зеленский and Company с украинским православием,
рано или поздно отвечать придется. И вчера начался только первый прилет, так сказать, по этому поводу. Бог поругаем не бывает. Это раз. Второе. Я хочу процитировать киногероя незабвенного Владимира Высоцкого Глеба Жеглова. Ты не нас предал, ты их предал. За домик в деревне с свинкой, сказал Глеб Жеглов предателю. А я скажу так. Вова, ты не нас предал, ты предал тех, кто погиб под Авдеевкой, под Бахмутом, в Мариуполе, в Курской придуманной тобой авантюре. Ты их предал. За домик в Казане с бассейном. Давайте финальный вопрос и перейдем к вопросам аудитории. Игорь Владимирович, сегодня Путин сарматы опробовал. И хорошо опробовал. Помните, до этого пару раз было сообщение, там что-то не взлетали, куда-то там что-то где-то не получалось. Сейчас все получилось. Более того, 35 тысяч километров летного расстояния есть у этой ракеты. Боеголовка там такая дурная. Плюс сказано было, что орешник тоже может быть ядерным. Понятно, это не для Украины было сказано, а сказано исключительно для Европы, которая там сейчас там воду мутит и говорят, вот, надо какого-то переговорщика, ну так, чтобы там Россия преклонила колено и говорила с нами, с Западом, ну вот как бы, ну в общем, с позиции слабой, давайте так выразимся. Все это прекрасно и хорошо, но меня мучает один вопрос, важный вопрос. Вы видите, как многие политтехнологи говорят о том, что вот эта вся история, ну это все. Ни о каком втором сроке, там, Зеленского, речи уже все не будет. То есть сейчас наоборот, там некоторые говорят, Буданов пытается там собирать какие-то совещания, всякий бизнес, предприниматели, местное самоуправление, а ему говорят, потом обзванивают следом зам и говорит, нет, а зам же не его, зам же от Ермака, говорит, не включайтесь. И сейчас к нему, видимо, потекут к нему. То есть у нас в любом случае внутреннее аппаратное перераспределение произойдет, и посмотрим, как там прорастут как грибочки новые кандидаты. Но Зеленским все. Но очень важный момент. Если с Зеленским все электорально покончено, ну там, да, репутационно, рейтингово, как с вторым сроком, то простите, пожалуйста, а как с этим человеком можно подписывать что-либо, договариваться о чем-либо? Причем и в формате Россия-Украина, и в формате Россия-США, Украина-США. Ну, первое, я уверен, никакого подписывания с Зеленским не будет, то есть забудьте. Во-вторых, скажу вам так, прекратите рассуждать о любых выборах. Мы имеем дело с укреплением диктатуры узурпатора Зеленского. Все. Пока диктатура не пойдет, нужно объединение всех людей доброй воли, которые выступают за мир, которые выступают против диктатуры для того, чтобы ее свергнуть, для того, чтобы вернуть мир на нашу украинскую землю и прекратить войну. Потом разойдемся по своим идеологическим, политическим квартирам, пройдут демократические выборы, понимаете, да? То есть это будет потом. Самое главное, чтобы было кому избирать и куда избираться. Потому что многие, кто сегодня говорит о выборах, Александр, не понимают, что еще чуть-чуть и не будет куда избираться, и не будет кому избирать. Ивану Индуск, как там шутят в сети, ну и так далее. Да, друзья, переходим к вашим вопросам, но сначала давайте подведем итоги голосования. Итак, как вы думаете, в итоге Ермак сядет вместе с Зеленским 7%, 10% спрячется за Зеленского, 21% сдаст Зеленского с потрохами и 62%, ну сейчас 61, оно там гуляет, 61-62 отпетляет вместе с Зеленским. Соответственно, мы видим, понимаем, что народ не верит, что эта история, которая сейчас началась и вокруг которой, собственно,
целый день со вчерашнего вечера пляшут, приведет к чему-то. Да, к сожалению, Александр, к сожалению, неверие посеяно в нашем народе, к сожалению, мы имеем с этим дело, и это как раз неверие укрепляет зеленскую диктатуру, диктатуру зеленых гнид. Вот именно то, что люди не верят нам, противникам, оппонентам, критикам Зеленского, самая главная цель своими действиями, на что и направлен Марш мира, который мы инициируем 28 июня в Брюсселе, разрушить вот это неверие, показать путь людям объединиться в противостоянии диктатуре, иначе ничего не будет. И в противостоянии партии войны. В противостоянии псевдопатриотам, псевдонационалистам. Вдумайтесь. Они кричат, бьют в груди себя. Мы патриоты, мы за нацию, мы за народ, мы тут это. И ведут народ на смерть. И приветствуют то, что вместо их народа завозят мигрантов. И какие они националисты, какие они патриоты? Они лизоблюды, лизожопы зеленые. Это да, это точно. Значит, друзья, переходим теперь к вашим вопросам. Начнем с вопросов из сообщества YouTube. Поехали отсюда, потом чат трансляции подсоединим. Поехали. Режим Блиц. Кстати, всех приглашаю на канал Игоря Масимчука. Он периодически делает ответы на вопросы. И если вопросы какие-то не попадают, то с удовольствием берет эти вопросы для себя, для своей постоянной рубрики. Ищите на YouTube, так сказать. Подписывайтесь, не забывайте. Поехали. Петр, Игорь, неужели вы не понимаете, что праздновать 9 мая в пику Путину значит становиться с ним на одну ступень? Тот драпирует мавзолей, вы же идете к неизвестному солдату той войны с флагами, для него чужими, а то и вражескими. Неужели так трудно не делить ту победу, а признать ее общей? Смотрите, победа всех народов Советского Союза была во Второй мировой войне, всех народов Советского Союза. Отрицать это нельзя. Мы шли к памятнику освободителей в Вене, шли с символикой украинской на цветах, а не с флагами. Флагов никаких не было. И мы шли с целью показать, что Украина чтит память людей, которые отдали жизнь, в том числе за ее свободу. Украина чтит. Посольство отказалось прийти. Вы знаете, многие жители Вены, которые там со старой миграции, да и с новой, кто приходил, видел, говорит, это посольство было. Нет. Это были люди, которые имеют память. А посольство и власть Украины отказались от победы, которая действительно есть общей, которая является достоянием. Украинцы – один из народов-победителей в этой войне, наравне с русскими, белорусами, это в первую очередь, и другими народами Советского Союза. Тони, вопрос Игорю Владимировичу. Будет ли считаться поражением Украины в войне, если после прекращения войны Украина не сможет жить в мирное время, украинское общество начнут раздирать распри, а государство не сможет выполнять свои функции? Насколько такой исход войны для Украины вероятен? Он вероятен, его надо избежать любыми путями. Один из путей, который я предлагаю, введение моратория на обсуждение и принятие вопросов по всех вопросах, которые разделяют народ, язык, вера, церковная принадлежность, национальные герои и так далее, и так далее. Если не удастся удержать, объединить страну, народ, нацию, будет гражданское противостояние, которое может закончиться очень плачевно для страны. Угу. Так, значит, вот такой вопрос. Испытание Сармата к чему готовится после него, спрашивает
пользовательница. Я согласен с Александром, он говорил уже сегодня в эфире, это не для Украины. Это демонстрация для Европы, это отсыл к поездке Трампа к Си, это большая геополитика. Именно этот момент показать силу, показать новое оружие. Угу. Значит, я не помню, я задавал вам этот вопрос, просто очень часто пишет этот пользователь вопрос в наших эфирах или не в наших, слишком много эфиров, извините, по поводу, что Мосейчук знает о матери и отце Елены Зеленской. Мосейчук не знаком с матерью и отцом Елены Зеленской, я не буду говорить то, чего я не знаю. Угу. Какая их судьба? Ну, в общем, Я непонятно. не могу сказать, я попробую навести резкость через людей, которые были дружны и знакомы с семьей Зеленских. Но я не задавался этим вопросом, поэтому я не могу ответить. Да, я просто тоже никогда не задавался, поэтому не могу вам ничего прокомментировать, но человек пишет периодически, поэтому я Ну, такой... Александр, я постараюсь к следующему вторнику пообщаться с людьми, которые были близки к семье, и узнать. Тем более, что, наверное, повод скоро будет, если мы услышим голос Зеленской Да. на пленках. Причем, опять-таки, это тоже очень важно. Мы Зеленского не услышим. Да, мы услышим Елену. Да, Зеленского мы не Хотя услышим. его голос там есть. Так, значит, вот такой вопрос. Будут ли реальные аресты людей, которые довели государство до края, бездны, или сильные мира сего используют Зеленского компанию в своих интересах, а народишко будет бороться на низовом уровне с мигрантами? Мира и добра. Митя. Смотрите, если к власти придут реальные патриоты, реальные представители реальной партии мира, а не какие-то куклы из театра марионеток тех же глобалистов, то будут аресты и будет работа за границей по изъятию активов. Мы ведем работу, мы знаем, есть база 112, где фиксируются все преступники ТЦК. Есть база 111, где фиксируются все 1000 говорящих голов Геббельса, о которых говорила Мендель. Кстати, надо ребятам написать, может базу переименовать. Это самое. Вот. И мы ведем, естественно, реестр мародеров. Тех, кто грабил страну, понимаем, где кто себе какое гнездо вьет в Европе или в Америке. И мы готовы их догонять. Главный вопрос в том, готово ли общество к тому, чтобы это делать. Угу. Так, вчера духовное чадо, в кавычках, Филарета Сергей Петрович Думенко, он же Епифаний, лишил сана нового патриарха УПЦ КП, а перед этим монополизировал сам бренд УПЦ КП. Какие действия будет предпринимать Игорь Мосейчук по защите населения покойного, к какой из конфессий пристанет, и как быть простым украинцам, которые крестили детей, венчались, отпевали усопших в УПЦ КП, если, по сути, все оказалось пустышкой? Ну, смотрите, первое, Мосейчук православный, я захожу в храм греческий, румынский, молдавский православный. Например, на Пасху мы были в Молдавской православной церкви, потому что рядом другой не было, там, где мы находились. Мосейчук является сторонником построения, создания единой поместной православной церкви во главе с патриархом Киевским. У меня по этому поводу, кстати, с человеком, с которым я возлагал цветы, все кричат, что Мосейчук чуть ли не на зарплате новин. У меня с ним дискуссии по этому поводу, ну, постоянно. Как только мы видимся, оканчивается этой дискуссией. Насчет пустышек, не пустышек, Думенко, я не хочу даже комментировать. Вот понимаете, мне насколько болит то, что произошло после смерти Филарета, вот просто болит. Вот я поддерживал патриарха Филарета фактически до последнего дня его жизни. Поддерживал морально, духовно,
Финансово, материально это знают люди, которые должны это знать, и я об этом мало всегда говорил и не хочу говорить. Знаю людей, которые поддерживали, в том числе через меня, этот самый. Поэтому для меня насколько больно то, что происходит с обоих сторон, и тех, кто назвался УПЦ-КП, и тех, кто ПЦУ, кто предали в свое время Филарета, что я не хочу это комментировать, поэтому, ну, знаете, как православному, как верующему человеку болит. Так, значит, следующий вопрос. Шумиха с Ермаком и Мендель может быть перебита каким-то шокирующим событием. Украине ждать провокацию внутри или двушечка из Москвы нанесет массированный удар по инфраструктуре? Ну, вы знаете, абсолютно вы правы. Я думаю, да, сейчас будут готовить какую-то историю. Поэтому, кстати, я рекомендую постереться критикам Зеленского, чтобы там случайно не прилетело что-то куда-то и тому подобное. Да и не только критикам, и сторонникам тоже. Тут уже, когда на кону такие деньги и такие ставки, то убить могут и сжечь, и уничтожить, и ракета прилететь в любое учреждение, куда угодно. Поэтому, друзья, берегите себя, да, времена тяжелые в этом плане. Чат трансляции, переходим сюда. Ирина спрашивает, вы будете баллотироваться в президенты Украины, если выборы будут? Ну, ближайшие. Смотрите, первое, я никогда не рассматривал этот вопрос. Второе, я вообще не хочу разговаривать о выборах, пока мы не сохраним страну и народ, чтобы было кому избирать и куда избирать. Я уже об этом говорил. Сергей пишет, очень сложно поверить, что Зеленский стал употреблять во время каденции. На выборах президента в 2019 году были анализы, что сфальсифицированы. Пальчевский мог обмануть народ Украины? Анализы были сфальсифицированы, все вопросы по поводу тех анализов действительно к Пальчевскому. А я скажу, я точно знаю, что Зеленский употреблял до. Знаю корпоративы, где употреблял, видел видео корпоративов, где употреблял, ну и даже имею эти видео, просто давал слово людям, что не опубликую их без их разрешения. Какое видео, как употреблял? Не, видео корпоративов, где он убитый. Видите как. Пересматривайте. Ну, люди подогнали, так сказать. У меня есть, кстати, видео последнего корпоратива Зеленского, когда он уже был кандидатом. Когда я вам расскажу сейчас одну, Александр, у вас в эфире одну историю такую интересную. Выходит Виталий Кличко и говорит, да вот это первый раз вижу, что зашел вот тут будущий президент ведет корпоратив, а на нем присутствует действующий. Ну, там действительно присутствовал Петр Порошенко, а вел корпоратив Владимир Зеленский. Это так, чтобы о млядстве нашей власти знали люди. Я думаю, что именно этой шутки Кличку до сих пор простить не могут. Угу. Так, что там у нас еще в чате? Вот вопрос от Александра. Что думает Игорь о том, что ось вращения всех событий в мире всегда между субъектами геополитики, и рассуждать о событиях Украины, не учитывая событий в мире, мировой расклад сил, это просто ошибка. Абсолютно согласен на 1000000%. Даже не обсуждается. Я же почему и сказал, что если не учитывать влияние Трампа, выборов в Британии, а рассматривать просто отдельно взятые интервью Мендель или подозрения Ермаку, то это так. В Швеции помнят Чернобыль. Народ обеспокоен обстрелами 4 года ЗАЭС. Гросси сидит на станции. Так кто же дает команды обстреливать атомку? Виктория интересуется. Я думаю, что окружение Зеленского, они на полном серьезе. Есть такой Гамали, это бывший хмельницкий губернатор, смотрящий за Хмельницкой областью. Он там на одной пьянке вообще прямо говорил, надо и по Хмельницкой прилетит дрон, как по Чернобыльской.
Мгм. Вопрос, могут быть сообщения Путина о скором окончании войны, обыске Ермака, интервью и прочее зменями одной согласованной цепи, которая приведет к окончанию кровавого конфликта? Смотрите, то, что это звенья одной цепи 100%, то, что скоро мы можем, внимание, услышать согласованный план мирного урегулирования, как вы говорите, а я скажу мирного окончания, да, войны, то это не означает, что оно наступит. Почему? Потому что есть Зеленский, и я уже говорил, пока Зеленский находится на Банковой, любая реализация любого мирного плана под большим, вот таким огромным, высыпанным с белого порошка вопросом. Да, друзья, всем большое спасибо за то, что побывали на нашем сегодняшнем стриме. Игорь Владимирович, благодарю за время и мысли. Александр, спасибо вам, спасибо нашим зрителям. Друзья, поддержите канал Александра Шелеста лайком, репостом, комментарием, обязательно подпиской. Для подсанкционных каналов это важно. Есть возможность донатом, и будет вам счастье, будет всем нам, украинцам, и всем людям доброй воли мир, и будем жить, друзья. Да, и главное, все только начинается. Все только начинается. С этого, и даже если, еще раз... 9 скажу одну вещь. 9 мая я как-то проговорился, там, сидя уже за столом. Говорю, девочка, водочки нам принеси. Добра и света, дорогие друзья. Там